Друзья, всем привет, с вами Акер-механик. Я делал как-то видео, как можно уменьшить масложор двигателя путем замены вязкости масла. Но многие меня недопоняли, как выбрать масло для того, чтобы у вас снизился масложор, и когда можно повышать вязкость масла, а когда нужно четко следовать спецификациям при выборе масла. Но многие недопоняли, почему. Просто тупо взять и увеличить вязкость масла, ни на что не обращая внимания. Потому что это опасно для современного двигателя. Не зря производители современные уменьшают вязкость масла 0В30, 0В20, 5В30, 5В20. Сегодня предметно расскажу почему и что вас может, какие побочные эффекты могут вас ждать. Потому что, как вы понимаете, масло моторное имеет два состояния. Это холодное, пока оно не достигло рабочей температуры. Рабочая температура это где-то 90 градусов. Нормально начинает работать, начиная с градусов 70. Вязкость масла любого после нагрева до рабочей температуры уменьшается, причем очень даже значительно. И это очень важно. Так вот, именно в состоянии холодного масла, при холодном запуске мотора на современных двигателях возникают различные побочные эффекты, если вязкость масла не соответствует норме. Погнали! Значит, смотрите, ребят. Вот есть в масляной системе, как называемый масляный насос. Механического типа во всех, который имеет перепускной клапан, то есть сброс давления. Но это масляный насос механического типа. То есть он работает от вращения коленвала. Чем больше обороты, тем больше давление нагнетает данный насос. Перепускной клапан сбрасывает избыточное давление. Больше он никак не регулируется. Этому насосу все равно, какая система. В современных автомобилях появились масляные насосы, давление в которых регулируется электронно путем включения или отключения вот этих перепускных клапанов. Но сути вопроса это не меняет. Так вот, когда в системе есть вот такие вот подобные держатели распредвалов и так далее, в их конструкции есть различные очень тонкие масляные каналы, в которых есть различные сеточки, которые отсеивают микрочастицы, когда масло подается на шейке распредвалов. Так вот, постели распредвалов защищены вот этими сетками. И когда вы включаете на холодную, слишком густое масло, оно выдавливает из сетки, либо разламывает их, и тогда уже ошметки сеток идут по всей масляной системе, попадают и на распредвала, и попадают и в коленвал, и много куда еще. И все это перемалывается, и в том числе во всех элементах вашего двигателя. Вот. Это первый момент. Второе, когда все это перемололось, начинает все это попадать на опоры распредвалов. Это может быть как на самой ГБЦ, так и на таких вот станинах. Появляются различные задиры. Также сетки в конструкциях присутствуют не только на станинах, но и, например, на многих элементах, таких как балансирные валы. Вот, как вы видите, эти сеточки, их давлением, так как каналы очень тонкие, их давлением выламывает. И происходит вот такая вот вещь. То есть сетку перекашивает, она засоряется продуктами износа и закупоривает масляный канал. Мало того, что масляный насос перестает давать нужное давление во все части масляной системы, а балансирный вал не получает нужное количество масла, а то и вообще прекращает его получать, например, на холостых оборотах. И идет его интенсивный износ, и он может просто тупо заклинить, если не обращать внимания на периодическое загорающийся индикатор масляной системы. Следующий момент. Как вы знаете, во всех двигателях, кроме балансирных валов, еще есть цепь ГРМ, очень важная деталь, которая вращает все элементы масляной системы, распредвала. Крутится она от коленвала. Так вот, натягивает эту цепь
вот такой вот гидронатяжитель цепи. Он имеет масляные каналы, который рассчитан на определенную вязкость масла. Естественно, конструкция его сделана таким образом, что при выключении двигателя там остается масло, и он находится в преднатянутом состоянии. Но бывает так, что масло уходит. Особенно это на, скажем так, недоработанных конструкциях. А такие конструкции присутствуют у многих производителей. Дефектные системы ГРМ, это и на BMW есть, и на Mercedes, и на автомобилях концерна Volkswagen, в частности, двигатели TSI, TFSI до 2013 года. То есть, если гидронатяжитель старого типа, то при холодном пуске возможно ослабление этого гидронатяжителя. И когда давление из-за слишком вязкого масла он не успевает наполниться, цепь ослабляется. И возможен вариант перескока. Но, как правило, на большинстве автомобилях, кто более-менее ухаживает за автомобилем, уже все эти гидронатяжители поменены. К чему в итоге все вот это барахло, грубо говоря, может привести? Во-первых, может быть перескок, интенсивный износ и износ, самое главное, распредвалов и элементов ГБЦ. ГБЦ стоит достаточно дорого. Ну вот и на сегодня все. Надеюсь, после этого вы будете понимать, почему и когда нужно и можно менять вязкость масла. И вы будете знать, в каком случае вязкость масла можно повышать, а в каком нет. Но бывают масла, если у вас было 5В30 и вы залили 5В40, например, допустимые показатели вязкости при холодном пуске, они бывают близки к параметрам, например, 5В30. Такое масло можно залить, а в горячем состоянии вязкость гораздо больше, чем 5В30. Тогда да. Но таких масел очень мало, и они, как правило, очень дорогие. В большинстве же случаев, если у вашей конструкции, вашей масляной системы есть вот такие механизмы с сетками, гидронатяжители цепей и так далее, то повышение вязкости масла при эксплуатации в зимний период может пагубно повлиять на ресурс вашего мотора. Ну а с вами был Акер Механик. Всем спасибо и пока.